Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать рабочий торшер для кукол в стиле индастриал или лофт. Сначала подготовлю все отдельные части. Для плафона возьму картон от упаковки. Отрезаю полоску картона шириной 3,5 см. Затем беру подходящую по размеру бутылочку, опоясываю ее картоном и закрепляю малярным скотчем. После этого наклеиваю сверху еще одну полоску картона. На этот раз шов располагаю уже на противоположной стороне. И также скрепляю скотчем. После полного высыхания клея можно снять скотч. Отрезаю полоску шириной 2 мм. И вклеиваю ее внутрь трубы по краю. Отрезаю две полоски 5 и 10 мм. Половину широкой полоски нарезаю зубцами. Опоясываю зубастой полоской трубу вот таким образом. И фиксирую кусочком скотча. Затем наклеиваю сверху узкую полоску. Замеряю получившуюся окружность. У моей диаметр 34 мм. Обрисовываю окружность, а внутри рисую еще одну на 5 мм меньше. Вырезаю по этим меткам. Таких колечек мне нужно 2. Склеиваю их между собой. И приклеиваю на зубцы. На роль защитного стекла торшера подойдет упаковочный пластик. Вырезаю из него круг по внутреннему размеру крышки. Также можно сделать и цветное стекло, например, из твердых разноцветных папок. Повторяю начальную склейку и для задней крышки. Вырезаю также 2 круга, но у них в центре будет отверстие для имитированного патрона, а для него самого понадобится лампочка. У меня это вот такая от старой гирлянды, но также можно взять и светодиод. Опоясываю лампочку картонной полоской шириной 1 см. И соединяю скотчем. Ну а сверху, как и раньше, наклеиваю еще одну полоску. Обвожу патрон в центре картонного круга. И вырезаю подходящее отверстие. Проверяю, чтобы патрон плотно входил в него. Склеиваю круги между собой. И вклеиваю патрон так, чтобы он миллиметра на 3 торчал с другой стороны. Затем наклеиваю круг на зубцы.
По обеим сторонам, посередине основной трубы, делаю 2 сквозных отверстия. Здесь будут располагаться держатели плафона. Закреплять их я буду на 2-миллиметровые шурупы, купленные в обычном строительном магазине. Расширяю дырочки по размеру этих шурупов. Для рамы держателя я возьму вот такое колечко от бутылки с широким горлышком, мое шириной 5 мм. Разрезаю его с одной стороны. На концах среза делаю отверстие размером с тот же шуруп. И такое же отверстие делаю посередине. Для нижнего крепежа возьму вот такой шуруп с большой шляпкой. Он также диаметром 2 мм, но чуть длиннее. Сама лампочка у меня цветная. Исправить это легко. Обычно цветную гирлянду делают, покрасив ее витражной краской. И вот так просто она соскабливается. Также я зачищу загрязненные контакты, соскоблив с них окалину. Питать эту лампочку можно от 2 батареек размера 2А. Для них на AliExpress я купила бокс. Ссылка на него, так же как и другие полезные, будет в описании. Также можно взять вот такую большую батарейку на 9 вольт. Выбор батареек зависит не только от удобства, но и от того, насколько яркий вы хотите свет. Проводки у бокса слишком короткие, на весь торшер их не хватит, а у большой батарейки их вообще нет. И что же в этом случае делать? Я возьму вот такую проволоку для творчества, диаметром в 0,5 мм. Подойдет и тонкая флористическая проволока, и обычные проводки из ненужной техники. Обрезаю провода бокса, оставив 4,5 см. А затем очень аккуратно и легонько надрезаю оплетку, отступив 1,5 см от края. И снимаю пластик. Отрезаю 2 кусочка проволоки по 30 см. Обязательно нужно зачистить их концы. Плотно, но без фанатизма, скручиваю между собой проводки от бокса и кусочки проволоки. Их нужно изолировать друг от друга. Для этого я возьму обычные сломанные наушники. Отрезаю такие же 2 длинных кусочка. Аккуратно надрезаю пластик с краю, а затем потихоньку вытягиваю проводки. И после этого в получившиеся трубочки продеваю кусочки проволоки. Постепенно и без нажима накручиваю трубочку и на соединение проводков. У основания скрепляю провода изолентой. Аккуратно и не сильно перекручиваю их между собой. И в конце выравниваю длину проводов.
Теперь достаточно просто вставить контакты лампочки в проводки. Также немного зафиксирую эти концы изолентой. Таким же образом можно сделать провода и для батарейки на 9 вольт. Только концы проволок нужно обмотать вокруг ее контактов. Теперь буду делать треногу. Для этого я возьму широкие деревянные шпатели из аптеки. Отрезаю деревянную полоску 4 мм шириной. Нарезаю 6 дощечек длиной по 10 см, а также еще 3 длиной по 6 см. На коротких отмеряю 3 см и сужаю их к краю, оставив примерно 2 мм. Это можно сделать при помощи наждачки. Еще мне понадобится 6 маленьких брусочков длиной по 1 см. Теперь начинаю склеивать ножки торшера. Беру 10-сантиметровую дощечку и наклеиваю на один край сантиметровый брусок. На 3 см ниже него приклеиваю еще один. На 5 мм от края приклеиваю 6-сантиметровые части. И сверху наклеиваю еще одну 10-сантиметровую. Рисую сбоку линию от угла на 3 мм вниз и по ней обрезаю верхушку. Из картона вырезаю разносторонние треугольники, понемногу увеличивая их в размере. Начала я с треугольника со сторонами в 1 см и наклеиваю друг на друга пирамидкой. Всего у меня получилось 7 штук. Плюс еще 2 одинакового размера по всем сторонам больше на 1 мм. И скашиваю углы пирамидки. В центре проковыриваю дырочку размером с болт-держатель. После этого крашу платформу акриловой краской. Отрезаю полосочку картона шириной 4 мм и также крашу ее краской. Затем приклеиваю полоску, обернув нижний стык ножки. Теперь беру проволоку. У меня это пин для бижутерии, но можно взять и обычную скрепку. И огибаю ножку проволокой на месте черной полоски, начиная и заканчивая со внутренней стороны. Обрезаю кончик, оставив примерно 5 мм, и загибаю хвостик в колечко. Теперь доведу до ума и плафон. Для лучшего отражения света внутри наклею вот такую зеркальную самоклейку. Вместо нее можно взять и обычную фольгу. Также ей обклею внешнюю часть передней и задней крышки и вырежу кружок для внутренней задней стенки. Внешнюю сторону основной трубы я покрашу в черный, а все остальное крашу серебряной краской. Серебряную или даже белую краску можно использовать и вместо зеркальной самоклейки или фольги. Вырезаю все зеркальные детали и приклеиваю их на свои места. Приклеиваю к платформе ножки. На их крючки креплю 3 мелкие цепочки равной длины, а другие их концы нанизываю на соединительное колечко.
Теперь осталось собрать все детали в торшер. Мне не нравится просто так лежащая батарейка, она портит весь вид. Ее я прикрою чемоданом из одного из прошлых видео про декор полок. У него отрезаю донышко и вырезаю сбоку арку под провод. И вот такая рабочая светящаяся лампа у меня получилась. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!